Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мастер-классе мы свяжем вот такие пинетки-сапожки, либо ботиночки на размер 10 сантиметров. Застегиваться такие пинетки будут на липучке, что, на мой взгляд, очень удобно. Эти пинетки выполнены из тонкой пряжи, из стопроцентного хлопка, поэтому такие пинетки подойдут только на лето. Подробнее о том, какую пряжу я использую, а также какой использую крючок, я напишу в описании под этим видео, поэтому смотрите и читайте. Ну а мы приступим с вязания подошвы. Делаем начальную петлю и набираем 24 воздушные петли. Итак, набрали. Далее первую самую петлю пропускаем, со второй начинаем вязание. Вяжем 11 столбиков без накида. Так, провязали. Далее делаем накид и вяжем один полустолбик с накидом. Все 3 петли провязываем вместе. Провязали. И дальше нам нужно провязать 11 столбиков с накидом. И теперь смотрите, у нас осталась последняя петля, в которой мы будем провязывать 11 столбик с накидом. И в эту же петлю мы провяжем еще 5 столбиков с накидом. Сделаем прибавление. И в одной последней петле у нас получится 6 столбиков с накидом. Итак, сделали последний столбик с накидом, шестой в одну петлю. И дальше продолжаем вязать столбики с накидом в каждую петлю. Вяжем 10 столбиков с накидом. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, мы провязали 10 столбиков с накидом. Далее делаем накид и вяжем один полустолбик с накидом через все 3 петли. Далее вяжем 11 столбиков без накида. Здесь мы будем также в последнюю петлю, куда будем провязывать 11 столбик без накида, делать прибавление.
Провязали 10 столбик без накида. Далее осталась последняя петелечка, куда мы провязываем 11 столбик без накида. А также сюда, в эту же петлю, еще вяжем 3 столбика без накида. Таким образом, в одной петле у нас получится 4 столбика без накида. Провязали. Далее делаем 2 соединительных столбика в первую и во вторую петлю. Первую петлю делаем соединительный столбик. И во вторую петлю делаем также один соединительный столбик. Первый ряд мы провязали. Далее набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 20 столбиков с накидом. Начинаем вязать со следующей петли. Давайте провяжем самостоятельно. Дальше мы будем делать прибавление. 20 столбиков с накидом мы провязали. Дальше делаем прибавление. Так как в одной петле у нас 6 столбиков с накидом, поэтому здесь мы также делаем 6 прибавлений. В одну петлю мы будем вязать по 2 столбика с накидом. 1 и второй столбик с накидом в эту же петлю. Одно прибавление сделали. Далее делаем второе прибавление. Также в одну петлю мы вяжем 2 столбика с накидом. 1 и второй. Второе прибавление сделали. Далее третье прибавление в одну петлю, 2 столбика с накидом. И так далее, пока мы не сделаем 6 прибавлений. Все прибавления мы сделали. Дальше нам нужно провязать 21 столбиков с накидом до следующего прибавления. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, все столбики с накидом провязали. Дальше нам нужно сделать 5 прибавлений. Мы делаем также в одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первое прибавление сделали. Дальше снова в одну петлю 2 столбика с накидом. Один и второй в эту же петлю. Второе прибавление сделали. Третье. Четвертое. Последнее, пятое прибавление. Провязали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Соединительный столбик я делаю за 2 стеночки петли, то есть за полностью всю петлю. Вот так. Сделали. Второй ряд провязали. Далее для третьего ряда также набираем 3 воздушные петли подъема. И дальше вяжем 21 столбика с накидом. И давайте провяжем самостоятельно до прибавления. Итак, довязали до прибавления. Здесь мы также будем делать 6 прибавлений, только уже немножко по-другому. В первую петлю мы вяжем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю мы вяжем только 1 столбик с накидом. В следующую петлю мы снова делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю только 1 столбик с накидом. И так, чередуя, через одну петлю мы делаем прибавление. Всего у нас должно получиться 6 прибавлений.
Снова делаем прибавление. В следующую вяжем только один столбик с накидом. Дальше снова прибавление. В следующий только один столбик. Дальше прибавление. Итак, все прибавления сделали. Дальше нам нужно провязать 22 столбика с накидом до прибавления на пяточки. И также давайте провяжем самостоятельно. Двадцать два столбика с накидом провязали. Дальше делаем прибавление точно таким же образом, как и на мыске. В одну петлю вяжем прибавление, то есть 2 столбика с накидом. В следующую петлю вяжем только один столбик с накидом. В следующую петлю вяжем прибавление, в одну петлю 2 столбика с накидом. И также чередуя через одну петлю вяжем прибавление. Здесь у нас должно получиться 5 прибавлений. Прибавление сделали. Дальше вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Провязали третий ряд. Дальше будем вязать четвертый ряд. Также набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 22 столбика с накидом. Дальше снова будем делать прибавление на мыске. И давайте провяжем самостоятельно до прибавления. Довязали мы до прибавления. Здесь прибавление вяжем таким образом. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом, делая таким образом прибавление. Дальше в следующие 2 петли, в каждую петлю вяжем по одному столбику с накидом. Один и второй в следующую петлю. В следующую петлю снова делаем прибавление. Здесь уже делаем прибавление через 2 петли, через 2 столбика с накидом. Прибавление сделали. Дальше снова вяжем в следующую петлю 1 столбик с накидом и в следующую петлю еще 1 столбик с накидом. Дальше снова делаем прибавление. В одну петлю 2 столбика с накидом. И также у нас здесь должно получиться 6 прибавлений. Делаем прибавление. Итак, все прибавления сделали. Вот что у нас получается. Дальше нам нужно провязать 23 столбика с накидом до следующего прибавления на пяточке. И давайте провяжем столбики самостоятельно.
Провязали, дальше делаем прибавление на пятки. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом, таким образом делая прибавление. В следующие 2 петли, в каждую петлю по одному столбику с накидом. Один и в следующую второй столбик с накидом. В следующую петлю делаем снова прибавление. То есть также делаем прибавление через 2 петли, через 2 столбика с накидом. И здесь у нас также получится 5 прибавлений. Так, второе прибавление сделали. Дальше снова вяжем в следующую петлю 1 столбик с накидом. И в следующую петлю второй столбик с накидом. В следующую вяжем прибавление. И так вяжем до конца ряда. Провязали. Дальше делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Сделали. Все, подошва у нас готова. Дальше мы будем уже вязать подъем от подошвы к основной части пинетки. Для этого ниточку не отрезаем, а дальше продолжаем ей уже вязать. Набираем 2 воздушные петли подъема и будем вязать столбики без накида за одну дальнюю стенку петли. Таким образом будет выполняться красивый подъем от подошвы. Вяжем за одну только дальнюю стенку, не за всю петлю, как мы обычно вяжем вот так, за всю петлю, а только за одну дальнюю стенку. И вяжем столбики без накида. И у нас всего должно получиться 85 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за один столбик без накида. И всего получается 86 столбиков. И давайте самостоятельно провяжем до конца ряда. До конца ряда мы довязали, дальше делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Сделали. Дальше набираем 2 воздушные петли подъема и будем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем вязать также столбиками без накида, только уже полностью за всю петлю. Вяжем столбики без накида. В этом ряду также будет 85 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема 86. И давайте сейчас самостоятельно мы довяжем этот ряд второй до конца. Потом снова наберем 2 воздушные петли подъема, провяжем третий ряд, потом четвертый и пятый ряд включительно, также столбиками без накида по 85 столбиков без накида, ну и плюс 2 воздушные петли подъема, получается 86 столбиков. И всего у нас должно получиться 5 рядов столбиками без накида. Давайте провяжем. Итак, смотрите, я провязала еще 5 рядов от подошвы столбиками без накида, ниточку я отрезала. Дальше мы будем вязать уже пряжей другого цвета. Нам нужно найти ровненько середину на пяточке. Получается, серединка это одна петля. Можно еще проверить, вот так сложить по линии из воздушных петель. И вот она, петля ровненько по центру получается.
И сейчас мы будем вязать также этот ряд, получается 6-й, за дальнюю стенку петли. Просто для красивого перехода от одного цвета к другому. Итак, заправляем нить, набираем 2 воздушные петли подъема и 6-й ряд вяжем полностью столбиками без накида за дальнюю стенку петли. Точно так же, как мы вязали первый ряд от подошвы. За дальнюю стенку петли. Все ниточки, которые торчат, мы прячем по ходу вязания. В 6-м ряду у нас также получится 85 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за столбик без накида. Получается 86 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно. Шестой ряд довязали, сделали соединительный столбик, вторую воздушную петлю подъема. Далее вяжем 7-й ряд, набираем 2 воздушные петли подъема и также вяжем столбики без накида, только уже полностью за всю петлю. Также у нас получится 85 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема 86. Вяжем до конца ряда. Провязали 7-й ряд. Дальше мы будем делать в 8-м ряду убавление на мыске. То есть нам нужно найти серединку на мыске, либо отсчитать 14 петель в одну и другую сторону, либо же я сейчас вам просто буду рассказывать, сколько чего вязать до убавления. То есть так даже будет и удобнее. И маркер нам не нужно будет ставить на мыске, то есть отсчитывать, ставить маркер. А я вам просто буду говорить, сколько чего вязать, сколько столбиков вязать до убавления. Если вы начали вязать неровненько середины пятки, у вас пинетка может косить вправо либо влево. Так, набираем 2 воздушные петли подъема и дальше вяжем 22 столбика без накида. Итак, провязали 22 столбика без накида. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом, делаем накид, заводим крючок и провязываем все 3 петли вместе. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. 3, 4 и 5. И вот мы дошли до того места, где мы уже будем вязать убавление на мыске. То есть если отсчитать вот до вот этой петли от центра мыска, то у нас получится 14 петель. Дальше мы будем делать убавление столбиками с накидом. Всего у нас здесь получится 14 убавлений. Делаем накид, заводим крючок в первую петлю, достаем петелечку, провязываем через 2 петли. 2 петли у нас остается на крючке. Снова делаем накид, заводим крючок в следующую петлю. Достаем ниточку, провязываем дальше через 2 петли и через 3 петли, которые у нас остались. Все, одно убавление мы сделали. Дальше снова также повторяем, делаем накид, достаем ниточку через 2 петли. 2 петельки остаются на крючке, снова накид, следующую петлю заводим крючок, достаем, провязываем через 2 петли и через 3 петли. Второе убавление сделали. И так мы повторяем, пока не сделаем 14 убавлений. И давайте сейчас провяжем убавления все самостоятельно, которые у нас остались сделать. И потом мы с вами встретимся. Видите, вот что у нас должно получиться. Вяжем самостоятельно. Итак, все 14 убавлений я сделала. Далее вяжем таким образом. Вяжем 5 столбиков с накидом. То есть провязываем все так же, отражая противоположную сторону, так как мы вязали на противоположной стороне.
5 столбиков с накидом провязали. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. Через все 3 петли протягиваем нить. Провязали. Дальше нам осталось провязать 23 столбика без накида. Почему здесь 23, а там было 22? Потому что там 2 воздушные петли подъема считаются за 1 столбик без накида. И таким образом у нас получается поровну. Довязали 8 ряд. Далее вяжем 9 ряд. Набираем 2 воздушные петли подъема. И вяжем 9 ряд полностью столбиками без накида, без убавлений, без прибавлений. В этом ряду у нас получится 72 столбика без накида. Это вместе с петлями подъема. И давайте этот ряд провяжем самостоятельно. Провязали 9 ряд. В 10 ряду мы также будем делать снова убавление на мыске. Набираем 2 воздушные петли подъема. Также вяжем 22 столбика без накида. Плюс 2 воздушные петли подъема будем считать как 23 столбика без накида. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, довязали. Дальше делаем 1 полустолбик с накидом. И вяжем еще 5 столбиков с накидом. 4 и 5. Дальше мы будем делать убавление. Здесь у нас уже получится 7 убавлений. Убавление делаем столбиками с накидом, как и в 8 ряду. Через 2 петли, 2 на крючке. Снова накид. Достаем петельку, провязываем через 2 петли и через 3 оставшиеся. Одно убавление сделали. И дальше снова накид. Провязываем через 2 петли, снова накид, через 2 и через 3. Второе убавление сделали. И так дальше, пока не сделаем 7 убавлений. Вяжем самостоятельно. 7 убавлений сделали. Дальше вяжем 5 столбиков с накидом. Так, 5 столбиков с накидом провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Сделали. И снова вяжем 23 столбика без накида уже до конца ряда. Итак, довязали 10 ряд. Далее снова набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем 11 ряд полностью столбиками без накида. В 11 ряду у нас получится 65 столбиков без накида. Это вместе с 2 воздушными петлями подъема. Вяжем самостоятельно. Итак, довязали мы 11 ряд, ниточку отрезали. Дальше мы будем вязать боковые стороны. Для этого нам нужно отсчитать 25 петель. Так, отсчитали 25 петель в одну сторону. Всего на боковые стороны для первого ряда нам понадобится 50 петель. Итак, заправляем ниточку. Набираем 2 воздушные петли подъема. Это уже будем считать за первый столбик без накида. И дальше еще вяжем 49 столбиков без накида. Ниточку прячем по ходу вязания. Не забывайте провязывать столбик без накида в ту петлю, где мы закончили вязать в центре задней части пинетки. И давайте провяжем самостоятельно. Приблизительно где-то вот до этого места. Всего у нас должно получиться 50 столбиков без накида вместе с 2 воздушными петлями подъема.
Итак, довязали мы этот ряд. Далее мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Самую первую петлю мы пропускаем, и со второй петли мы будем делать одно убавление столбиком без накида. Вот таким образом. Вот заводим петлю в первую петлю, достаем ниточку, в следующую петлю достаем ниточку, 3 петли на крючке и протягиваем через них рабочую нить. Убавление мы сделали. Дальше нам нужно провязать столбики без накида до конца ряда. Но до конца ряда мы не довязываем 3 петли. Там мы тоже будем делать убавление. Итак, 3 петли у нас осталось недовязанными. И делаем убавление. Заводим крючок, достаем ниточку, заводим крючок в следующую петлю, достаем. 3 петельки на крючке провязываем вместе. Таким образом мы сделали убавление. Все. Дальше снова делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем снова таким же образом. Первую петлю мы пропускаем, со второй мы начинаем вязать, делать убавление. 3 петли провязываем вместе. И дальше до конца ряда мы вяжем столбики без накида, оставляя 3 петли не провязанными. Здесь мы также будем делать убавление. Так, довязали, оставили 3 петли не провязанными и делаем одно убавление. В одну петлю достаем петельку и в следующую петлю достаем. То есть у нас получается, что одна петля у нас всегда будет не провязана до конца. Дальше сделали одну воздушную петлю, разворачиваем вязание, первую петлю пропускаем, со второй начинаем делать одно убавление столбиком без накида. Сделали. Дальше вяжем столбики без накида. И до конца ряда также не довязываем 3 петли. Снова будем делать убавление. Вяжем самостоятельно. У нас осталось 3 петельки не провязанными. Делаем убавление. Заводим крючок в первую петлю, достаем нить, в следующую петлю достаем нить и провязываем через все 3 петли. Дальше одна воздушная петля, разворачиваем вязание. Снова первую петлю пропускаем и со следующей начинаем снова делать убавление столбиком без накида. Сделали. Дальше вяжем столбики без накида. Снова оставляем 3 петли не провязанными в конце ряда. Итак, довязали. 3 петли осталось не провязанными. Делаем убавление. Все 3 петли вместе. Дальше одна воздушная петля, разворачиваем вязание. И снова первую петлю пропускаем, со следующей начинаем делать убавление. Одно убавление сделали. Дальше вяжем столбиками без накида до конца ряда, оставляя 3 петли до конца ряда не провязанными. Итак, оставили 3 петли и снова делаем одно убавление. Провязали. Дальше одна воздушная петля, разворачиваем вязание. Итак, все, боковушечки мы провязали. Вот что у нас получилось. Дальше нам нужно сейчас будет обвязать столбиками без накида по кругу всю пинетку. И начнем мы сразу же, не отрезая нити. Итак, делаем столбик без накида в самую первую петлю. И дальше в каждую петлю делаем столбики без накида. И давайте довяжем столбики без накида до вот этого вот уголочка, я так назову. И дальше я покажу, как вязать. Итак, довязали мы до уголочка, одна петля у нас осталась. И в эту петлю мы вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали. Дальше нам нужно спуститься столбиками без накида по вот этой части. И на этой вот части у нас должно получиться 10 столбиков без накида. Мы спускаемся вот таким образом. 2. Дальше в уголочек вот этот делаем столбик без накида. Дальше делаем в петлю. Дальше
Снова делаем столбик без накида. 1, 2. И дальше снова у нас вот такая дырочка большая в уголочке. Туда тоже делаем столбик без накида. Дальше в петлю. И дальше еще 2 столбика. 1 и 2 столбик без накида. Все сделали. Всего у нас получилось здесь 10 столбиков без накида по этому спуску. И дальше мы вяжем таким образом. Со следующей петли уже начинаем вязать. Вяжем 4 столбика без накида полностью за всю петлю. 3, 4. Дальше 7 столбиков без накида нам нужно провязать за ближнюю стенку петли. Сейчас я вам покажу. Вяжем за одну стеночку петли, которая находится ближе к нам. Дальняя стенка петли у нас останется свободной. Она нам пригодится, когда мы будем вязать язычок для пинетки. Так, вяжем 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6 и 7 столбик без накида. Все, эти столбики без накида мы провязали за ближнюю стенку петли. Дальше 4 столбика без накида мы вяжем уже полностью за всю петлю. 4. И сейчас нам нужно снова провязать 10 столбиков без накида по вот этому подъемчику. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, 10 столбиков без накида мы провязали. Дальше нам нужно сделать еще один столбик без накида в самую первую петлю, когда мы провязывали первый столбик без накида. Сделали. Далее нам нужно ниточку отрезать. И мы сделаем такую петельку, чтобы у нас не было видно соединения. Вот таким образом протягиваем ниточку через первую петлю. И назад. Последнюю петлю протягиваем. Все, видите, у нас получилась вот такая полноценная петля. И у нас не видно соединения. Дальше нам нужно сделать узелок и спрятать эту ниточку. И вот что у нас получилось. Дальше я вам покажу, как вязать вот эти вот застежки. А потом уже свяжем язычок для пинетки. Итак, делаем начальную петлю и набираем 5 воздушных петель. 4, 5. Дальше одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать. Вяжем 4 столбика без накида. 3, 4. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду у нас также получится 4 столбика без накида. Начинаем вязать с самой первой петли. 2, 3, 4. Дальше снова воздушная петля и вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас также получится 4 столбика без накида. Итак, нам нужно провязать 20 рядов по 4 столбика без накида в каждом ряду. То есть 3 ряда мы уже провязали. Нам осталось еще провязать 17 рядов. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, мы провязали 20 рядов по 4 столбика без накида. Дальше нам нужно обвязать вот эту деталь столбиками без накида. То есть смотрите, сколько у нас рядов, столько у нас получится и столбиков без накида, когда мы будем обвязывать. То есть у нас здесь 20 рядов, и по этой стороне у нас получится 20 столбиков без накида. Итак, сейчас свяжем 20 столбиков без накида. Дальше мы перейдем на коротенькую сторону. Там
у нас будет видно, куда вязать столбики без накида. У нас там остались полупетли от воздушной цепочки, от цепочки из воздушных петель. И нам нужно провязать вот до этого вот места столбики без накида. Итак, я довязала, ниточку отрезаем. И сейчас мы также будем делать как бы невидимую петельку. Таким образом протягиваем нить, которую мы отрезали, через первую петлю и обратно протягиваем в последнюю петлю. Так, нам осталось сделать узелок и спрятать ниточку. И вот что у нас получилось. Делаем узелок и прячем потом ниточку. Дальше нам нужно эту же детальку обвязать. Я буду обвязывать черной пряжей. То есть, смотрите, нам нужно сделать соединительные столбики, но таким образом, чтобы на лицевой стороне у нас был просто шовчик, а косичка у нас была на изнаночной стороне. Делаем начальную петлю и заводим крючок с изнаночной на лицевую сторону и протягиваем вот эту петлю на изнаночную сторону полностью с узелком. Таким образом. И дальше начинаем делать соединительные столбики. Косичка у нас должна получиться на изнаночной стороне. И так делаем соединительные столбики полностью по кругу. И вот что у нас должно получиться с лицевой стороны. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, полностью я обвязала. Сейчас мы достаем вот эту рабочую нить на изнаночную сторону. Обрезаем. Достаем. И сейчас нам нужно сделать также невидимое как бы соединение. Для этого нам нужно достать рабочую нить вот таким образом. И вот так через первую петлю протягиваем эту ниточку и протягиваем в последнюю петлю. Дальше делаем узелок и прячем эти нити в косичку от столбиков, от соединительных столбиков. И сейчас нам нужно еще сделать одну такую же деталь, так как для пинетки их нужно 2 штучки. Дальше нам нужно обвязать верх пинетки соединительными столбиками. Делаем начальную петлю. И здесь мы будем также начинать вязать с изнаночной стороны. И здесь смотрите, какой нюанс. Чтобы начало вязания не было заметно, мы для правой пинетки будем начинать вязать с левой стороны, то есть там, где мы будем пришивать застежки. А для левой пинетки мы будем начинать вязать с правой стороны, вот где-то вот с этого места. Также мы протягиваем начальную петлю на изнаночную сторону полностью. И с изнаночной стороны вяжем столбики, соединительные столбики. И у нас с изнаночной стороны получится косичка, а с лицевой стороны просто такой шовчик. И давайте провяжем самостоятельно. И смотрите, что у нас получилось. Верх пинетки я обвязала, и просто вот такой шовчик у нас получился. Дальше мы будем вязать язычок для пинетки. С изнаночной стороны у нас осталось 7 полупетель. Я уже говорила, что они нам понадобятся для вязания язычка. И вот с первой
полупетельки мы начнем вязание. Заправляем сюда ниточку. Набираем 2 воздушные петли подъема. Их мы будем считать за один столбик без накида. И дальше провязываем еще 6 столбиков без накида. Провязали последний столбик. Дальше нам нужно набрать 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Набрали. Дальше поворачиваем наше вязание. И мы первую петлю пропускаем, со второй начинаем вязать. Вяжем 4 столбика без накида воздушные петли. 3, 4. Дальше 7 столбиков без накида уже в петли, которые мы уже набирали столбики без накида первого ряда. Так. Во вторую воздушную петлю столбик без накида. Дальше мы снова набираем 5 воздушных петель. Разворачиваем вязание. Первую петлю воздушную пропускаем, со следующей начинаем вязать. Также вяжем 4 столбика без накида воздушные петли. Так. Провязали. И дальше нам еще осталось провязать 11 столбиков без накида уже в петли второго ряда. Всего в третьем ряду у нас получится 15 столбиков без накида. И последний столбик без накида в последнюю петлю. Третий ряд мы довязали до конца. Разворачиваем вязание. И сейчас мы все оставшиеся ряды будем вязать столбиками с накидом. Начинать ряд я буду таким образом. В самую первую петлю провязываем столбик без накида и еще делаем плюс 1 воздушную петлю. Вот так я буду начинать вязать все ряды. И дальше со следующей петли вяжем столбики без накида. Всего в ряду у нас получится 15 столбиков с накидом. Это если считать первый столбик подъема. И сейчас нам нужно провязать еще 7 рядов по 15 столбиков с накидом. Это у нас 4-й ряд. И нам нужно провязать еще плюс 6 рядов. И всего у нас получится 10 рядов от начала до конца язычка. То есть 3 ряда мы вязали столбиками без накида, и еще 7 рядов мы провяжем столбиками с накидом. Всего 10 рядов.
Провязали 4-й ряд и давайте провяжем самостоятельно остальные ряды. Начинаем, я еще раз покажу, как. Провязываем в первую петлю столбик без накида и плюс еще одна воздушная петля. Это у нас считается за один столбик с накидом. И дальше еще 14 столбиков с накидом. И давайте провяжем самостоятельно. Язычок я довязала до конца, и вот такой он у нас получается. И сейчас нам останется пришить липучки к застежке, застежки к пинетке, и пинетка у нас будет готова. Липучки я уже вырезала. Вот какие они у меня получились. И еще важный момент. Наша застежка с одной стороны более закругленная, а с другой стороны она прямая. И вот с той стороны, где она закругленная, мы будем пришивать липучку. Там, где она прямая, мы будем пришивать ее к пинетке. И вот здесь с изнаночной стороны пришиваем липучку. Я ее пришиваю вручную, просто иголкой. Делаю такой шов, что он не заметен ни с изнаночной стороны, ни с лицевой стороны. Если бы мы пришивали на машинке, то вот здесь был бы виден шов. А вручную шва здесь не будет. Более колючую липучку я пришиваю к застежке, а которая мягкая сторона я пришиваю к пинетке. Вот где-то вот здесь одну и вторую чуть ниже. Здесь уже я подробно ничего не буду показывать, пришивайте сами, включайте фантазию. Вот, как я уже говорила, более прямую сторону застежки я буду пришивать к пинетке за самый первый ряд. Пришиваем также вручную невидимым швом. Шов не будет виден как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Вторую застежку мы будем пришивать чуть дальше от верхнего края, то есть вот так вот она будет идти по линии. Застежка, вот видите, она от края пинетки немножко дальше будет уже. Также пришиваем за первый ряд. И еще один важный момент. Для правой и левой пинетки застежки пришиваете с разных сторон. Тоже учитывайте это. И давайте я все пришью и покажу пинетку в готовом виде. И вот и все. Пинетки у нас готовы. Пинетки не прошли еще у меня ВТО, поэтому кажутся такими помятыми. А после ВТО они будут более ровные. Застежки для левой и правой пинетки пришиты с разных сторон. Также не забываем об этом. Но у меня на этом все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчик вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!